Царь Соломон в период своего правления сумел подчинить себе 72 демона. Как ему удалось обуздать злые силы и на что способны повелители тьмы? Сегодня мы раскроем тайны демонов из Малого ключа Соломона. Книги, которая хранит описание адских отродий и ритуалов, что способны призвать нечисть в наш мир. Присаживайтесь поудобнее и готовьтесь чертить пентаграмму. Мы начинаем. Малый ключ Соломона. Начнем свой рассказ с источника, откуда была взята вся информация о демонах. Представьте себе древнюю книгу, которой сотни лет, а ее страницы хранят в себе тысячелетние знания. Малый ключ Соломона, или же Лемегетон. Именно такая книга. Она была составлена в 17 веке умелыми оккультистами из древних рукописей. Их авторство приписывают самому царю Соломону, мудрецу из Библии, который, согласно легендам, умел повелевать темными сущностями в своих целях. За свою жизнь великий царь Израиля смог подчинить себе 72 могущественных демона. С их помощью он строил храмы Богу в древних городах, постигал тайные знания и обучался наукам. Позднее Соломон заточил демонов в волшебный сосуд и утопил в реке. Спустя время вавилоняне выловили сосуд, думая, что в нем скрыто сокровище. Из-за своего незнания они выпустили всех демонов на волю. Теперь любой достаточно искусный маг может призвать кого-то из исчадий ада для служения. Иерархия демонов. Но перед призывом необходимо понять, кого вы хотите увидеть из царства пламени и смерти. Особенно важно знать титул демона. В мире чудовищ из Малого ключа Соломона все строго организовано, как в королевском дворе. Есть демоны-рыцари, маркизы, герцоги, графы и даже короли. У каждого из 72 демонов есть свое место в иерархии, и каждый подчиняется тому, кто выше по званию. Например, Баал – один из самых могущественных демонов. Его называют королем, и он управляет 5-10 легионами злобных духов. А в каждом легионе от 4 до 10 тысяч монстров. У Баала 3 головы – человека, жабы и кота, и голос, от которого дрожат стены. А вот Астарот имеет титул пониже. Он является герцогом адского двора. Он ездит на драконе и способен предсказывать будущее. Среди демонов есть и маркизы. К примеру, Амон – демон с волчьей головой и змеиным хвостом, которых может превратить врага в друга и наоборот. Несмотря на различия в титулах, все демоны по-своему могущественны и могут представлять угрозу для людей, слабых духом. Однако откуда у этих демонов такое могущество и почему они готовы служить людям? Происхождение демонов. Для ответа на эти вопросы нам необходимо заглянуть вглубь веков. Многие демоны из Малого ключа Соломона не родились в аду, как можно подумать. Их имена и образы пришли из древних времен, когда люди поклонялись совсем другим богам. Возьмем Баала, его знали еще ранние семиты, жившие тысячи лет назад на Ближнем Востоке. Только для них он был грозным богом бурь и плодородия, которому приносили дары, чтобы поля были полны урожая. Или Астарта, красивая богиня любви и войны у тех же народов, чье имя позже превратилось в Астарота. Даже Лилит, которую называют первой женой Адама в легендах, шумеры знали как духа ночи. Когда мир изменился, а старые верования уступили место христианству, старых богов переписали в демонов. Так они и попали в книгу Соломона. Из языческого прошлого в христианское настоящее. Печать Соломона. Но почему именно Соломон сумел стать хозяином этих демонов? Легенда гласит, что Бог дал царю янтарное кольцо с великой печатью. И этот артефакт позволил Соломону одержать победу над силами преисподней. В Малом ключе описано, как Соломон вызывал демонов, чтобы они помогали строить храм в Иерусалиме или открывали ему тайны мира. Например, демон Асмодей, хитрый трехголовый демон гнева, якобы помогал с камнями для стройки, хотя и пытался обмануть царя. Другие демоны также были способны выполнить всевозможные желания. Допустим, Белиал, еще один из самых могущественных королей ада, мог подарить людям несметные богатства, но только если его хорошенько попросить. Соломон записал все имена демонов в 72 сигилах, специальных знаках, которые способны сдерживать силу демонов и призывать их в наш мир. Благодаря сигилам человек может открыть воронку между двумя измерениями и запросить у жителей ада все, чего только пожелает. Но вот выполнят ли демоны приказ в точности или обратят его против призывателя, зависит от искусности магии, стойкости духа и бесстрашия человека. Вызов демонов. Кстати, о призывах. В Малом ключе Соломона есть целая инструкция. Как призвать демонов и поговорить с ними. Сначала нужно нарисовать круг на полу. Это будет защитный барьер, который не даст демону завладеть вашим телом. Потом необходимо начертить печать, специальный знак, уникальный для каждого демона. Например, звезду для Баала или волнистые линии для Астарота. Затем вы должны произнести имя демона и позвать, но только тихо и уважительно. Если вы сделали все верно, то контакт с адским повелителем случится в то же мгновение, как вы позовете его. В средние века существовали люди, которые были крайне заинтересованы в призвании демонов. Их называли демонологами и боялись. Считалось, что талантливый демонолог мог приказать демону наслать чуму или другое бедствие на деревни и города.
Именно поэтому церковь запрещала какие-либо ритуалы, связанные с призывами, и подвергала гонениям нечестивцев. Баал. Но хватит уже о истории. Пора познакомиться поближе с одними из самых мощных демонов малого ключа Соломона. Начнем с Баала, настоящего короля среди исчадий тьмы. Представьте себе существо с 3 головами. Одна человеческая, другая жабья, а третья кошачья. В книге сказано, что он правит 66 легионами духов. Это бесчисленная армия чудовищ. Баал умеет делать людей невидимыми и открывать тайны, которые никто другой не знает. Его голос — это что-то с чем-то, хриплый и громкий настолько, что стены дрожат при его разговоре. Довольно жуткое описание, не так ли? А ведь когда-то, 1000 лет назад, ранние семиты видели в Баале бога грозы, который управлял дождем и молниями. В период расцвета христианства он попал в Малый Ключ, став грозным, но послушным Соломону исчадием мрака и ужаса. Астарот. Следующий в нашем списке — Астарот, великий герцог ада. Этот демон — воплощение мудрости и жути. Он ездит на огромном драконе, держит в руках змею и всегда готов поведать о прошлом, настоящем и будущем мира. Под началом Астарота 40 легионов духов, и он получает особое удовольствие, рассказывая людям, каковы были истинные причины восстания ангелов против Бога. Но есть один нюанс. От демона жутко пахнет. В книге советуют держать нос подальше, когда появляется Астарот, а также поставить особую защиту перед призывом. Тот, кто вдохнет отвратительный смрад Астарота, умрет. Любопытно, что Астарот — это переделанная Астарта, богиня любви и войны у древних семитов. Из красавицы с золотыми волосами в христианстве она стала демоном с дурным запахом. Какая злая ирония. А вы хотели бы узнать у Астарота свое будущее? Белиал. Белиал — еще один из королей, но уже другого толка. Он появляется в виде 2 прекрасных ангелов, сидящих в огненной колеснице. Эти ангелы говорят такими сладкими голосами, что демону хочется безоговорочно во всем верить. Но не обманывайтесь сладкими речами. Помните, что перед вами коварный и могущественный демон, который не прочь захватить ваше тело. В Малом Ключе сказано, что Белиал управляет 80 легионами и может подарить людям богатство, славу или высокий титул. Но есть подвох. Белиал любит, когда ему делают подношения, и без них он может просто уйти, либо жестоко отомстить призывателю. Имя Белиала также уходит корнями в древность. Оно происходит от ивритского слова «белиал», что переводится как «не имеющий жалости». Говорят, Белиал является вторым по силе исчадием тьмы после Люцифера — Лилит. Теперь поговорим о одной из самых загадочных фигур — Лилит. Она не входит в список 72 демонов Малого Ключа, но часто упоминается в легендах о них. Лилит зовут первой женой Адама, которая отказалась подчиняться своему мужу и ушла в ночь, став духом. В древних шумерских мифах Лилит была олицетворением ночного ветра, приносящим вещие сны, а иногда жуткие видения. Позже ее сделали демоницей, которая летает под луной и охраняет секреты мира от простых смертных. У Лилит нет титула, как у демонов в иерархии Соломона, но многие демоны уважают ее за свободолюбие и протест против воли Бога. Некоторые исследователи считают, что Лилит была языческой богиней, пока не была отправлена в мир демонов. Как думаете, почему Лилит не захотела жить вместе с Адамом? Асмодей. Но вернемся к демонам Малого Ключа. Асмодей — один из самых хитрых демонов. Его зовут королем с 3 головами, быка, барана и человека, а вместо ног у него хвост змеи. Под началом короля находится 72 легиона духов, и он славится тем, что знает все тайны земли и неба. Легенда гласит, что Соломон заставил Асмодея добывать камень для Иерусалимского храма. Но Асмодей не просто рабочая сила, он любит врать и запутывать тех, кто его вызывает. Имя Асмодея, кстати, связано с древним семитским духом гнева. Когда-то он был грозным существом, пока не попал под власть Соломона. Осмелились бы вы поговорить с демоном лжи? Вельзевул. Следующий демон на рассмотрение — Вельзевул, еще один тяжеловес в иерархии слуг Люцифера. Его часто называют правой рукой Баала, и он тоже король, управляющий огромными легионами. В Малом Ключе Вельзевул описывается как гигантская муха с короной, либо же как крылатый человек с хриплым голосом. Вельзевул знает все о болезнях и их лечении, а еще может научить людей магии. Но осторожно, он терпеть не может, когда к нему обращаются без уважения. В гневе Вельзевул способен сам наслать чудовищные болезни на человека, который показался ему недостаточно учтивым. Его имя произошло от имени ханаанского божества Баал-Зебула, что в переводе означает «повелитель мух». Из бога мух он стал демоном, но сохранил свою невероятную силу. Как думаете, может, мухи в нашем мире — это слуги Вельзевула? Пайман.
В отличие от Вельзевула, демон Паймон предпочитает жужжанию мух пение музыкантов. Он король, под началом которого находится 200 легионов. Появляется при призыве Паймон с целой свитой. Сам он с короной на голове будет сидеть на одногорбом верблюде, а впереди него будут петь умершие на трубах, тарелках и барабанах. Паймон знает все науки, математику, астрономию, философию, и может научить этому любого, кто его попросит. Еще он умеет находить потерянные вещи и показывать, где спрятаны сокровища. Голос демона громкий, но если попросить, он может говорить тише и спокойнее. В отличие от других, у Паймона нет никакого прототипа в язычестве. Он никогда не был никаким древним божеством. Демонологи древности писали, что Паймон — правая рука Люцифера. Марбас. Теперь поговорим о демоне, который может быть полезен, если вы вдруг простудились или заболели чем-то похуже. Марбас — великий губернатор ада. Как и другие демоны, он способен менять свой облик. Чаще всего предстает перед смертными либо как огромный лев, либо как человек с добродушной улыбкой. Под его началом верно служат 36 легионов. Однако он не любитель войн. Его главная способность — излечивать даже смертельные раны. Марбас знает, как вылечить любую существующую болезнь на земле. Также адский губернатор может превращать людей в кого угодно, хоть в птицу, хоть в кота. Правда, ненадолго. Его происхождение, как и у Паймона, не связано с языческими богами, но таланты напоминают способности древних духов-целителей. Наверняка Соломон не раз обращался к Марбасу с просьбой исцелить своих подданных. Хотели бы попросить демона превратить вас в кота или птицу на денек? Амон. Продолжаем раскрывать тайны малого ключа Соломона. На очереди у нас Амон, маркиз ада с необычными способностями. Представьте себе волка с огненными глазами и змеиным хвостом. Это он. Иногда Амон принимает человеческий облик, но все напоминает чем-то зверя. Под его властью 72 легиона духов, и это неудивительно. Амон является мастером по примирению друзей. Если у вас с кем-то конфликт, Амон может все уладить в считанные минуты. Еще он знает будущее и прошлое, как настоящий оракул. Имя Амона, возможно, связано с древним египетским богом Амоном, который был мудрым и могущественным повелителем воздуха, а затем богом солнца. Из бога солнца в демона, как интересно повернулась его судьба. Хотели бы вы попросить Амона помирить вас с кем-нибудь? Буэр. Следующий демон — Буэр, и он точно удивит вас своим видом. Это великий губернатор ада, который выглядит как колесо с 5 львиными ногами и головой льва. Под его началом 50 легионов, и он является настоящим экспертом по травам и целительству. Буэр знает, какие растения помогают от простуды или усталости, а из каких можно сделать смертельные яды. Также демон Колесо учит философии и логике. Он с удовольствием поговорит с вами о смысле жизни и Божьем замысле. Его происхождение не связано с языческими богами, но своим видом он напоминает духов природы у народов прошлого. Вероятно, Соломон обращался к этому демону, чтобы узнать рецепты целительных отваров. Гласиалабалас. Гласиалаболос не научит вас целительству, но зато сможет сделать невидимым. Этот демон выглядит как собака с крыльями грифона. Он управляет 36 легионами, способными снести все на своем пути. Этот маркиз ада умеет помимо наложения невидимости на людей предсказывать будущее, сеять дружбу или раздор между людьми в зависимости от настроения. В малом ключе сказано, что Гласиалабалас обычно говорит правду, но иногда любит пошутить, так что с ним надо быть начеку. Его имя не похоже на древних богов, но его способности явно отсылают к языческим вестникам, вроде Гермеса. Может, он и был божественным посланником, пока не попал в книгу Соломона? История об этом умалчивает. Фурфур. Если посреди хорошей погоды возникла гроза, будьте осторожны. Возможно, вы навлекли на себя гнев Фурфура. Он — демонический граф, под началом которого 26 легионов злых духов. Демон появляется перед людьми как олень с огненным хвостом, но если относиться к нему уважительно и с почтением, он может превратиться в ангела с нежным голосом. Фурфур способен вызывать грозы, молнии и гром, настоящий повелитель погоды. А еще демон знает тайны любви и может поведать о них каждому желающему. Его имя, возможно, связано с древними наименованиями бури, но явных доказательств его преемственности с языческим божеством у Фурфура нет. Такой демон наверняка не раз вызывался Соломоном, чтобы наслать дождь на поля и оросить урожай спасительной влагой. Андрас. Мы почти закончили путешествие по малому ключу Соломона. Однако впереди еще 3 необычных демона. Первый — Андрас, маркиз ада с довольно странным внешним видом. Представьте себе высокого ангела с головой совы, который едет верхом на черном волке и держит острый меч. Под началом совиной головы служат 30 легионов исчадий ада. Андрас обожает конфликты и сеет вражду везде, где появится. Он также является одним из самых опасных демонов. После призыва Андрас всеми силами будет пытаться выманить демонолога из защитного круга. Если человек поведется на уловки и выйдет из защиты, демон тут же его убьет.
Можно предположить, что Соломон направлял жуткий дар Андраса против врагов Израиля. Сея раздор между неприятелями, царь тем самым не давал противникам объединиться и напасть на свои земли. Вапула. Вапула, в отличие от Андраса, более дружелюбный к людям демон. Он – великий герцог, управляющий 36 легионами и выглядит как крылатый лев с мощными лапами. Вапула знает все о ремеслах и науках и способен смастерить практически что угодно. В малом ключе сказано, что Вапула может научить любого человека множеству искусств, сделать даже самого неграмотного простолюдина ученым мужем. Происхождение Вапулы не уходит в древние мифы, но он похож на духов-покровителей мастеров, что трудились тысячи лет назад на нашей земле. Соломон, наверное, звал его, чтобы украсить храм или починить сломанные инструменты. Зипар. Завершает наш список демонов Зипар находка для романтиков. Этот герцог с 16 легионами появляется перед людьми в красной броне и имеет способность разжигать любовь между людьми. В малом ключе сказано, что Зипар может заставить кого-то влюбиться. Однако в гневе демон способен навлечь на девушку бесплодие. Также Зипар знает, как помочь в семейных делах и может уладить любой конфликт между супругами. Своими способностями Зипар напоминает Купидона, древнеримского бога любви и влечения. Что ж, даже в аду есть романтики. Заключение. Вот мы и рассмотрели одних из самых могущественных демонов малого ключа Соломона. От грозного Баала с 3 головами до хитрого Зипара в красной броне эти чудовища оказались не просто злом во плоти, но и существами, способными наделить человека знаниями и силой. Кто из демонов вас поразил больше всего? Пишите в комментариях свое мнение, ставьте лайк и подписывайтесь, если хотите узнать еще больше жутких тайн древности.